Кого мы называем своими людьми? Я бы ответила на этот вопрос как свои люди — это те, которые возвращают меня домой. Но я не имею в виду здесь обычный дом. Для меня здесь узнавание себя той, кто я есть на самом деле. Той, о которой я забыла много лет назад. Которую прятала в окружении других людей. Я расскажу через 4 картины историю, как одна встреча, как свои люди могут изменить понимание своей глубины, почувствовать ее, увидеть и начать проявлять себя в этот мир без страха и уязвимости. Давайте начнем. Что с ней происходит, когда ее просто видят? Когда смотрю на эту картину, у меня в голове все время другой вопрос еще возникает. Кто она? Не в формате узнать ее имя, биографию. Здесь что-то гораздо глубже, потому что то, как она здесь смотрит, в этом так много глубины для меня, скрытой, которую сложно прочитать. Она сидит в стороне, в углу. Возможно, там могут быть другие люди. Я прекрасно понимаю, что это портрет, и ее пишет художник, и вокруг людей нет. Но сейчас это для меня не играет никакого значения. Я смотрю на ее состояние, она о чем-то думает. Даже перед художником, даже без других людей. Она не показывает здесь для меня, для зрителя, всей своей глубины. Она ее закрывает. Может быть, она боится, что эту глубину не поймут, не оценят. Может быть, она вообще ничего не боится и просто сама не до конца понимает своей глубины, которая ощущается. Но я сомневаюсь, мне кажется, она ее понимает здесь. Я считываю в ней, в этом образе, в этой картине, на желание создать внутреннее пространство, точнее оно есть, в котором там существуют комфортно ее собственные мысли, и она не готова их проецировать вовне. Их там много, это ее мир. И там, где она находится сейчас, с теми, с кем она находится сейчас, проявление этих мыслей не нужно. Что мы чувствуем, когда мы не дома? Я здесь имею в виду не дом-дом, а ощущение, когда ты в окружении своих людей. Вот здесь у меня нет ощущения, что она дома. Ее дом — это ее внутренний мир, и никто о нем не знает. Она не готова говорить на языке той глубины, которая в ней есть. Но при этом то, насколько она привлекательна, насколько доброжелательна ее поза при этом, для меня она не отталкивающая, наоборот, есть ощущение, что она в диалоге, но просто это диалог, условно в плоскости удобства коммуникации с теми, с кем ты находишься. Я поговорю с тобой на твоем языке. Вот об этом для меня эта картина.
Мне очень нравится эта картина Рене Магрита. Она называется «Искусство общения». Здесь просто двое мужчин, словно стоят в небе и разговаривают. И если просто на нее посмотреть, да, как будто бы немножко сюр какой-то, да, в небе они стоят. Но для меня это скорее состояние этого диалога между ними. Они настолько говорят на одном языке, что это словно приподнимает их над всем земным. То есть их разговоры настолько глубокие, возможно, философские, что это гораздо больше, чем просто материя, где мы ногами стоим. Да, внизу картины есть дорога, уходящая вдаль, горы, тут тоже много всего ассоциативно возникает, но именно этой картиной мне хотелось подчеркнуть вот это ощущение общения со своими. То, что почувствовала я, когда впервые соприкоснулась в общении с человеком, где мне было настолько безопасно выражать собственную глубину, настолько безопасно говорить все, что я чувствую, не думаю даже, а чувствую. Потому что когда ты рассказываешь о своих чувствах, и в тебе нет страха, что то сокровенное, что ты пытаешься сказать, свои чувства, что это не будет каким-то образом оплевано, оно не будет проигнорировано или оценено как-то. Ты просто есть, такой, какой ты есть. И ты об этом свободно можешь сказать. И для меня вот эта картина, она передает ощущение вот это. Они разговаривают, в этом диалоге я вижу так много спокойствия, и вокруг них огромное небо, под ними огромная земля. И при этом оно все такое для меня неявное, а они очень явные, очень проявленные, очень яркие в этой картине. И я прям чувствую вот их связь в этом диалоге, что они понимают друг друга, они смотрят в одну сторону, они говорят на одной тональности, они видят мир одинаково. Для меня вот эта дорога, уходящая внизу вдаль, она подчеркивает еще вот это вот нескончаемое видение, то есть там просто конца и края этого диалога нет, то есть он никогда не заканчивается. А еще эта картина для меня про идеи. Словно их что-то объединяет такое на уровне сотворения, когда происходит какая-то генерация идей, какие-то творческие проекты, может быть. Не знаю, вот это чувство, оно такое, что когда ты начинаешь об этом говорить, тебя просто словно действительно поднимает. То есть твои идеи возвышают и тебя, и твое состояние. И вот для меня эта картина в том числе об этом. Ой, я так люблю эту картину Модильяне. Я бы хотела иметь такую репродукцию в своей квартире, чтобы периодически смотреть на нее и открывать там новые смыслы в себе. Однозначно очень говорящая картина. Я выбрала эту картину для продолжения истории, потому что мне кажется, что она очень хорошо отражает то, что я ощущаю, когда я среди своих. Кто-то, наверное, посмотрит на эту картину и найдет здесь какую-то, возможно, грусть, тяжесть за счет того, что здесь такие достаточно мрачные тона, на первый взгляд. Но для меня эта картина тотально про глубину,
Причем для меня здесь чувствуется такая какая-то невероятная философия по плотности и глубина. Я просто растворяюсь во всем. Какая-то аура для меня здесь, если вообще на какой-то исторический язык перейти. Кто я, когда я рядом со своими людьми? Она здесь такая настоящая. Она вроде бы здесь немного уязвимая, но я вижу в ней столько силы. Она способна говорить на разных языках, и я не говорю сейчас про иностранные. Для меня здесь про языки чувств, эмоций, мыслей, знаний. В ней так много скрыто, просто невероятно много. И если в первой картине я это ощущала как будто бы под холстом, вот у меня было ощущение, что там так много, то вот эта картина для меня словно показывает, что там вторым слоем. И люди, которые в первой картине могли окружать героиню, они бы не смогли увидеть, может быть, даже выдержать вот то, что есть в этой третьей. И то, что я вижу в этой третьей, оно способно проявиться только в том состоянии, о котором я говорила во второй картине. Я смотрю на нее, и у меня нет здесь каких-то ощущений тяжести или депрессивных каких-то моментов, то, что я слышала от многих людей, кто видел эту картину. Я здесь вижу много света в ее лице. Я вижу много глубины в ее мыслях. Причем в первой картине она была очень неявна, а здесь я словно считываю эту вибрацию этих мыслей. Я словно понимаю, что она мне хочет сказать, но это не язык букв. Совсем нет. Это невозможно облечь в слова. Это ощущение. Это четкое ощущение, которое передается от образа, и мне настолько комфортно в этих ощущениях, что я испытываю очень спокойное такое у меня какое-то расслабленное состояние от нее. Ключевое здесь для меня то, что только со своими людьми можешь быть уверен, что то, что есть в тебе, оно не испугает. Потому что если ты чувствуешь в себе что-то отличное от того окружения, в котором ты сейчас находишься, возможно, может возникать чувство, что это может пугать людей. Так было со мной. Я действительно замалчивала свои мысли со своими даже близкими людьми, потому что я думала, что их это может напугать. Напугать мое мышление, напугать мой взгляд на вообще многие вещи в жизни. Но когда я соприкоснулась с теми, кто видит так же, впервые соприкоснулась с теми, кто видит так же, я поняла, что я не одна. Я поняла, как это невероятно хорошо чувствовать свободу в этом общении, свободу в этой проявленности, где ты не боишься никого испугать своими мыслями, и ты знаешь, что с ними могут не согласиться, но их примут. Об этом для меня эта картина. Поэтому я выбрала ее. Но у этой истории есть завершающий образ. Этот автопортрет Фриды Кало, как мне кажется, хорошо завершает ту историю, которую я рассказываю через эти 3-4 картины. В первой картине была героиня, закрытая даже в своей одежде, и ее внутренний мир,
я ощущала вторым слоем. Его было не видно, он просто ощущался. На этой картине Фриды Кала я его вижу. То есть она прошла трансформацию от точки, где она не показывает свою глубину, потому что думает, что может испугать ею. Она не находится в среде людей, имеющих, в принципе, такую же, наверное, глубину. Свою. Не такую же, а свою, но тоже глубину. Ведь мы способны понять другого человека так глубоко, насколько понимаем самих себя. И вот это понимание, оно приходит в третьей картине. А здесь оно становится проявленным уже вовне для всех остальных, без страха быть непонятой и непринятой. Здесь я это вижу в фоне за ней. То бушующее море, оно такое тоже сложное, оно такое подвижное. Для меня как раз оно и олицетворяет этот внутренний мир, эту внутреннюю глубину, но при этом оно проявлено через спокойный образ, через открытость миру. Даже ее халат распахнут и шея открыта. Для меня это как раз про свободу говорить. Здесь не так много нежности при этом, трогательности какой-то, но она все еще остается в своей силе, в своей глубине, но теперь она уже ее показывает. Здесь она уже та, кто она есть. И у меня не возникает вопросов, кто ты. Я вижу, кто. И это то, что остается с нами после того, когда мы соприкасаемся со своими людьми. Это остается с нами навсегда, даже когда этих людей нет рядом. Ведь мы можем их встречать в жизни. Мы можем пересекаться с ними на какое-то время. Возможно, у нас даже может сохраняться с ними связь неявная. Но это уже не влияет на то, кто мы есть. Они однажды появляются, помогают нам раскрыть себя, узнать себя, почувствовать, что значит проявляться в этот мир по-настоящему собой, без страха. И даже если их нет рядом, а может быть, никогда больше не будет, ты уже тот, кто ты есть. Ты уже показал себя, ты уже вышел на поверхность, а обратной дороги нет. Я очень рада, что в моей жизни однажды был такой человек, кто помог мне увидеть эту глубину в себе. И сейчас я ощущаю просто какое-то такое невероятное ощущение благодарности, что даже сейчас, в эту секунду, я не боюсь своей уязвимости в проявлении чувств. И понимаю, что сейчас я могу дышать абсолютно свободно. Если в вашей жизни еще нет таких людей, это не значит, что у вас нет вашей глубины. Возможно, ключ к ее открытию в других людях, но, возможно, вы способны сделать это сами, в том числе через картины. Я рассказала свою историю через них. Я нашла отражение этой истории в них. Но
Это можно сделать просто через картину. Разговаривайте с искусством. Оно для вас зеркало, а не витрина. До новых встреч среди холстов и смыслов. С вами была я, Катя Васильева.